Сейчас подожду, пока машины поедут, чтобы было шумно. Вон он сидит. Вон он. С одной стороны шумно, хорошо, с другой стороны, если побежит под машину, могут задавить. Всем здравствуйте, меня зовут Олег Новиков, и сегодняшняя история про кошечку по имени Тиффани. Сразу хочу предупредить, что эта история закончилась хорошо, поэтому не переживайте. В тот день я возвращался с работы домой. На этой дороге есть небольшой туннель, который проходит под скоростной трассой. Проезжая его, я заметил, что что-то очень маленькое лежит около бетонного ограждения. На секунду мне показалось, что это был маленький котенок. Я попытался притормозить на обочине для того, чтобы хоть что-то рассмотреть в боковом зеркале. Очень сложно на трассе, на скорости разглядеть маленький комочек на обочине. Может, это даже был просто мусор или грязная тряпка. Я не был уверен, но мне показалось, что там лежит маленький котенок. Я запомнил это место и решил вернуться, чтобы проверить еще раз. В этом месте пересекаются две трассы. По трассе выезд из большой промышленной зоны. Дальше светофор и выезд через небольшой туннель на скоростную трассу. Машины в туннеле двигаются очень быстро. Все пытаются разогнаться перед выездом на основную трассу. Место было хуже некуда. Если в туннеле на самом деле маленький котенок, у него практически нет никаких шансов выбраться оттуда самостоятельно. В этом туннеле, кроме бетонных стен, нет места, где можно было спрятаться. В общем, я возвращаюсь. Совсем недавно открыли новый въезд с трассы в промышленную зону. Это значительно сократит мне дорогу обратно. По-другому мне бы пришлось ехать по трассе еще несколько километров до следующей развязки для того, чтобы вернуться обратно. Дорога, по которой я ехал, возвращается вдоль трассы к выезду из промышленной зоны. Возвращается к светофору. Выезжая на трассу, я пропустил весь поток машин, чтобы ехать последним. Это нужно для того, чтобы была возможность безопасно притормозить и никому не мешать. Почти на выезде около бетонного ограждения лежал маленький котенок. Сейчас я точно разглядел, это на самом деле был маленький котенок. Промелькнула мысль остановиться там на обочине и быстро забрать котенка, постараться успеть до следующего потока. Но это была очень плохая идея. Проблема была в том, что когда ты проезжаешь туннель в эти часы, ты едешь по направлению к солнцу. Есть момент, когда ты практически ничего не видишь, очень сильно слепит солнце. Поэтому остановить машину на полобочины в слепой зоне после туннеля – это была очень плохая идея. В общем, я возвращаюсь еще раз. Я увидел котенка, и мне нужно обязательно забрать его оттуда. Я оставил машину на объездной дороге рядом с промышленной зоной и пошел по направлению к трассе. Мне пришлось немного уйти в сторону из-за забора с колючей проволокой. Я добрался до трассы и пошел вдоль ограждения в сторону туннеля, к тому месту, где лежал котенок. Я думал о том, что котенку там совершенно некуда бежать, все вокруг в бетоне, ему даже некуда спрятаться. Этот туннель проходит под дорогой. После выезда с одной стороны идет бетонное ограждение до самой основной дороги. Единственное место, куда котенок мог спрятаться, это перебежать через дорогу на другую сторону и спрятаться между двух дорог. Это было единственное место, не закрытое бетонным ограждением. Но даже если бы он смог перебежать дорогу на этот участок, выбраться оттуда он бы не мог. У него нет никаких шансов выбраться самостоятельно из этих мест. Я шел по направлению к туннелю и думал, что если я не смогу его поймать с первой попытки, и он начнет там бегать, это может закончиться очень плохо. Я не знал, в каком состоянии котенок. Может, его ударила машина, и он вообще не может двигаться. А может, он увидит меня и начнет убегать. В такой ситуации невозможно что-то предугадать. Мне нужно было подойти к котенку так, чтобы он меня не заметил. С той стороны лучше идти, наверное. Ну. Я не стал заходить в туннель, я поднялся над туннелем. Мне нужно было знать на 100%, с какой стороны к нему подходить. Я увидел котенка сверху. Он лежал и смотрел в сторону выезда. Теперь я точно знал, что мне нужно было зайти в туннель с другой стороны. Сейчас мне нужно было вернуться обратно к машине, сделать еще круг, найти место, где оставить машину и зайти в туннель с другой стороны. Я оставил машину на обочине после поворота, взял перчатки и пошел в сторону въезда в туннель. Пошли попробуем.
Идти мне было не близко, но это было самое безопасное место, где я мог оставить машину так, чтобы она не мешала основному движению. Нужно постараться поймать малыша с первого раза. Важно было не спугнуть котенка, чтобы он не начал там от меня убегать. Это место было очень опасное. Опасное для нас обоих. Машины залетали в туннель группами из-за светофора, проезжали туннель и продолжали в сторону скоростной трассы. Во время потока машин в туннеле было очень шумно. И тут же становилось очень тихо, когда поток прекращался. Такая тишина, что я слышал собственные шаги. Сейчас подожду, пока машины поедут, чтобы было шумно. Вон он сидит, вон он. С одной стороны шумно, хорошо, с другой стороны, если побежит под машину, могут задавить. Я подошел очень близко. Котенок лежал прямо передо мной. Но поток машин прекратился и стало тихо. Я остановился и стал ждать. Мне нужно было дождаться нового потока машин, который нарушит тишину в этом страшном туннеле. Все. Да, я понял. Не отпущу тебя. Да, все хорошо. Все хорошо. Все, успокойся. Да, все. Хватит. Все, тихо. Идем домой, все. Ты красавица. Ты трехцветка, ты девочка. Да, ты девочка. Наверное. Ты красотка. Тихо. Не, я тебя не отпущу. Все. Все, мы уже почти пришли. Еще чуть-чуть, и мы придем. Все, сейчас через забор перелезем. Опасная дорога. Опа. Все, солнце мое. О, да. Все. Все, малыш, все. Все будет хорошо, не переживай. Тихо, да, я понял, ты меня пугаешь. Ты очень злая. Не, я тебя не отпущу. Я отпущу, все. Сиди. Все. Да. Я тебя боюсь, тихо. Все, тихо. Все. Не начинай. Все, не начинай. Не начинай, все. Ну не вырывайся ты, все хорошо. Все хорошо. Все. Ты красавица.
Ты же красавица. Да? Ты целенькая вроде. Тебе повезло, что тебя машина не задавила. Все. Сейчас придем. Сейчас положу тебя в коробку. Все. Везу домой. Все будет у тебя хорошо. Не переживай. Даже не переживай. Все, видишь. Все. Тихо, 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 стой. Сиди спокойно. О, блин, у меня тут такой бардак. Коробку надо выделить тебя. Вот это, наверное. Ой, сколько тут вещей. Ой, как же это все теперь. Так вот. Опа. Начинай. Все. Все хорошо. Все, вот так. И тебя сверху чем-то прикрыл. А я тебя не боюсь. А я тебя не боюсь. Ну, не боюсь. Да. Ой, знаешь, сколько я таких перевидал, как ты? Грозных? Знаешь, сколько? О, ты даже не можешь себе представить. Возы маленькую тележку называется. Ну, начинай. Я уже все понял. Понюхай вот это, вот, я тебе дам. Смотри. Ну и как вкусненько. Ну, вкусненько. Ну. Облизывай все. Видишь, как вкусненько. А ты на папу шипишь. Ну ладно, тебе, ладно. Давай еще. Ну, я же говорю, мы потрудимся. Давай еще. Ты моя красавица. Ты чудо маленькое. Ты маленькое чудо. Какая ты красавица. Чего ты тут делал на этой дороге, а? Как тебя здесь угораздило? Ну, все хорошо будет, не переживай. Ты красотка. Давай еще. Ну, давай, вот это, надо вот это кушать. Вот это кушать. О, давай, облизывай, вот, давай. Молодец, и нос тоже, вот, давай. И что еще? Ну давай чуть не уговариваем, как маленькую. Грозность прошла. Все. Ну ладно. Ну, ничего, будешь кусаться? Не кусаться мне нельзя. Я дал ей немного мягкой еды. Она, конечно, пошипела, но было видно, что она потихоньку начинает успокаиваться. С маленькими котятами всегда так. Чем больше они понимают, что они в безопасности, тем быстрее проходит их дикость. Конечно, она иногда шипела, но делала она это все менее агрессивно. Все. Мы уже не дикие больше.
Красивая трехцветка. Ну, не шипи, ну ничего. Как ты там очутилась, объясни мне, а? Не бойся. Я держал котенка на руках и рассказывал ей, что теперь все будет хорошо. Обязательно все будет хорошо. Перчатки можно снять уже, наверное. Уже не будет ругаться. Ну, ты какая хорошая. Ты какое оружие. Вторую перчатку тоже снимаю? Не бойся. Ты не шипи, хорошо. Я понял, что тебе не нравится, я тебе не нравлюсь. Ну, что поделать? Я тебе понравлюсь, не бойся. Пацан, девчонка. Девчонка. Да. Вот такая вот. Вот такой. Ну чего ты? Ну чего? Ну что случилось? Что случилось? Что такое? Что? Все? Ну что, поехали домой? Поехали домой. Мне сегодня очень повезло. Я опять нашел чье-то будущее счастье. Я всегда думаю об этом в первый день. Всегда думаю о том, что сейчас где-то живет семья, которая ничего не подозревает. Не подозревает о том, что сейчас на моих руках сидит их маленькое и пока еще очень трусливое счастье. Это был котенок-девочка, трехцветка, очень красивая. На самом деле очень красивая. Я назвал ее Тиффани. Тиффани немного успокоилась, и мы поехали домой. Дома я попытался дать ей еще еды, но она очень сильно боялась. Она должна потихоньку привыкнуть к новой обстановке. Я еще раз внимательно ее осмотрел. Тиффани была целенькая. Небольшая ссадина на губе, ссадина на голове и немного воспаленный левый глазик. Самое главное, что она не поломанная. Это самое главное. Учитывая то место, где она была, это большое везение, что она осталась целая. Это все. Это что-то с чем-то. Давай. Ну. Мы искупали Тиффани. Она совсем не сопротивлялась. Она перестала шипеть, и было видно, что она начинает потихоньку привыкать к новой обстановке. Манюнька. Вот у нее губка разбита. Я думаю, что она свалилась. И у нее ссадина на голове, да? Ссадина. Ссадина. Да, вот на брови у нее. После купания повынимали из нее всех паразитов. Тиффани сидела как послушный ребенок и слушала о том, что она должна быть послушной кошечкой и как она будет жить в новом доме. Потом мы приготовили для нее манеж для котят, поставили еду и воду, лоток и мягкий конвертик. Она сразу спряталась в домик и через 10 минут уснула. У нее сегодня был очень сложный день. Так закончился первый день котенка по имени Тиффани. Вечером она не захотела кушать, но утром еды в миске не было. Она все съела ночью. Я очень порадовался, что она кушает с таким аппетитом. Это Тиффани. Трусиха, это все. Первое время котенок Тиффани очень сильно меня боялась. Если я брал ее на руки, она тут же напрягалась. Она не ругалась, не пыталась убежать, но я чувствовал ее напряжение. Конечно, она немного опасается меня, но это и понятно. Со мной у нее связаны очень страшные воспоминания. Вообще, я на самом деле не могу поверить. Вот я смотрю сейчас на нее и думаю, вот 4 дня она у нас, да? 4 дня назад она вырывалась так, это просто ужас. А сейчас это такой маленький котенок, как она могла вообще вырываться? Видите, умничку. Боишься, все еще боишься. Бойся. Ты красивая. Трехцветка. Это Тиффани. Или как я ее зову, Фифа. Она такая хорошая. Ну, такой ребенок. Ты, которая дикая была. Ну и сейчас меня боится Фифа. О. Такая классная. Такая классная. Уши назад. Шло время, и малышка привыкла к дому, привыкла к своим новым игрушкам, к тому, что вокруг нее тепло и мягко. Она перестала кушать только по ночам и прятаться. Тиффани бегала по всему дому, игралась и охотилась на наших собачек. Малышка Тиффани хорошо подросла и набрала вес. Мы взяли котенка к доктору на общую проверку. Я всегда проверяю своих зверят у доктора. Просто хочу быть уверен, что все в порядке. У нас ничего серьезного, мы просто на проверку. Я понял. Ну, Скажите, вы профилактику от глистов, дегерметизацию проводили? Делали, да. Единственное, что посмотри у нее зубы, потому что у нее была ссадина на носу. Угу. Я надеюсь, что это не из того, что у нее... Тихо.
Привет, мордак. Трехцветка. Вижу, да. Красавица. Так, ну все, подожди, спокойненько. Красиво, правда? Очень окрас. Она, Такой знаешь, не похожа необычный. не похожа на местных, она кругленькая Да-да-да. такая. Нет никаких ударов, ушибов. Абсолютно ротовая полость в полном порядке, слизистая, красивая, никаких язвенных воспалительных процессов. Цвет красивый, розовенький, все хорошо. Глазки тоже здоровые, никаких офрошот, выделений. Все, морда. Так, я хочу ушки посмотреть. Напряглась. Идеально. Хорошо. Найденыш? Да, конечно. Совсем малышкой, Ну да. да, подобрали? Я понял. Так, пошли дальше. Не напрягайся, все. Сушку ест уже? Да. Не. Более... Не. И окрас интересно, вот тут больше сильвер такой серебристый. Покушать любим? Ну, конечно. Чувствуется. Не. Тихо. Боимся звуков страшных, боимся. Неприятная процедура. Держись. Нормальная температура тела. Мы абсолютно здоровые. Ура. Все у нас хорошо. Во рту самое главное, все хорошо, да, Робert? Да, ротовая полость, уши, в общем, дыхательная система, желудочно-кишечный тракт. Единственное, вес я хочу посмотреть. 1,4. Сколько? Не может быть. 1,4. Вполне возможно. Серьезно? Да. Да. Кило 400. Нифига себе. Хороший вес. Нифига себе. Ты такая толстенькая. Морда. Все, Роберт, могу брать? Во. Все. Вот красотка. Вот она. Тиффани. Вот она. Все. Были у доктора, проверили, сделали общую проверку, но важно было проверить у нее ее нос и зубы. Но все хорошо. В общем, никаких, это просто была ссадина. Все, едем домой, все хорошо. Вот красотка. Вот она красотка. Тиффани была полностью здорова. Теперь можно начинать искать ей новый дом. Мы, как обычно, сделали несколько хороших фото, составили объявление и публиковали в интернете. Тиффани очень необычный котенок. Очень красивое окошечко. События, которые происходили дальше, наверное, нужно рассказывать в отдельной истории. Было 2 неудачных перестройства. Но не переживайте, мы нашли настоящий дом для Тиффани. Мы нашли настоящего человека для нее. Сегодня мы везем малышку Тиффани в новый дом. Это та, которая Фифа. И по традиции, напутствие. Вот она какая, не бойся. Вот она какая красотка. Это Тиффани. Ну или, как мы ее называем, Фифа. Значит, слушай меня внимательно. Диваны не рвать. Писать только в коробочку. Да. Слушаться маму и папу. Ты все поняла? Все поняла. О, какая красавица. С белыми варежками. Видим кузовку. Все, едем в новый дом. Вот она. Вот такой вот подарочек купил своей малышке. Судя по всему, заказчик доволен. Мы нашли дом, в котором ее очень любят и заботятся о ней не на словах, а по-настоящему. Эйва, а ну улыбайся, снимаем видео для мамы Вики. Вот так я ее ношу на руках по квартире целый день. Все у нас хорошо. Кошка в порядке, я так думаю. Эйва, у тебя все хорошо? Прошло уже время, и она очень счастлива в своем новом уютном доме. Хочу сказать огромное спасибо за заботу об этой маленькой принцессе. Теперь ее зовут Эйва, и у нее все хорошо. Теперь за нее можно не переживать. Но прежде чем я закончу эту добрую, счастливую историю, я хотел рассказать вам еще кое-что. Давайте вернемся в самый первый день и вспомним, как все было. Страшный туннель, машины, которые пролетают на полной скорости, и маленький котенок.
Когда я зашел в туннель и подошел к ней близко, я замер. Я стоял и ждал следующего потока машин. Я стоял и думал, что если сейчас я ее упущу, ее раздавят у меня на глазах. Когда первая машина заехала в туннель, я наклонился и взял ее в руку. Она была как тряпочка. Я еще подумал, что все мои опасения были зря, и она не будет сопротивляться. Но через несколько секунд она начала вырываться. Она очень сильно вырывалась. Она делала все так, как ее учила мама. Мама учила, что в мире нет более страшнее и опаснее монстра, чем человек. Она учила ее убегать и учила бороться за свою жизнь изо всех сил. Этот маленький ребенок лежал в туннеле, не сдвигаясь с места. Она смирилась со своей участью. Она уже больше не плакала и не звала на помощь. Но выбраться без чьей-то помощи она бы не смогла. Я держал ее в руках и шел к машине. Я чувствовал, как она напряжена. Ей было очень страшно. И вот самый главный вопрос. Неужели ее никто не заметил? Неужели никто не увидел котенка на обочине? Или просто никто не хотел ее замечать? Я потом посмотрел на видео. С того момента, как я вышел из машины, зашел в туннель и взял котенка в руки, прошло 4 минуты. Всего 4 минуты. За эти 4 минуты мимо меня проехало 72 машины. А сколько машин, сколько людей проехали мимо нее за целый день? Наверняка были люди, которые ее заметили. Но для этих людей это было абсолютно неважно. Какая разница, какой-то маленький бездомный котенок, который лежит в туннеле без возможности выбраться оттуда? 72 машины за 4 минуты. Просто подумайте об этом. Старайтесь помогать тем, кто нуждается в вашей помощи. Будьте хорошими людьми настолько, насколько это возможно. А на сегодня все. Удачи всем. Берегите себя. Всем пока.